История Вселенной начинается с Большого взрыва, момента рождения всего сущего. Постепенно из неупорядоченной материи возникла мыслящая субстанция. Расширяясь, материя эволюционировала, привнося жизнь в новую Вселенную. Во всем этом процессе важной ролью обладали Ахагилы и Хаосины, сущности, управляющие разными аспектами мироздания. Ахагилы занимались созданием живой материи из неживой, формированием среды для ее процветания, защитой и преобразованием простой жизни в мыслящую, что усиливало силы Макаш, основной энергоцентр Вселенной. Хаосины, в свою очередь, преобразовывали неживую материю в энергию, стабилизировали расширение Вселенной и создавали условия для появления жизни. С развитием жизни были рождены первые существа, пелбики, представители сверхразумной цивилизации. На создание этих первых форм существования ушло огромное количество энергии, но результат оказался революционным. Первые пелбики жили тысячелетия в гармонии, обогащаясь знаниями, дарованными Макаш. Их численность росла настолько быстро, что Вселенная сталкивалась с угрозой перенаселения. В этот период Ахагилы и Хаосины были вынуждены ограничивать рождаемость пелбеков и контролировать их популяцию. Это привело к беспокойству, сопротивлению и изменению самой сущности пелбеков. Некоторые из них подверглись симбиозу духа и плоти, становясь бессмертными полубогами, однако эта трансформация лишила их возможности продолжать род. Души перестали поступать к Макаш в прежнем объеме, что ослабило ее и оставило полубогов без защиты. Другие же занимались генетическим самосовершенствованием, что привело к деградации плоти и души. Они научились создавать собственные миры при помощи колоссальных технологий. Со временем появились новые группы — кераксы, существа-монстры, подпитывающиеся духами своих жертв, лируйцы, стремящиеся к духовному развитию наследники первых пелбеков, которые стали помощниками ахагелов, и мразириусы, темные создания, поглотившие множество душ и ставшие слугами хаосенов. Параллельно с этим развивалась искусственно созданная Солнечная система и планета Земля. Она была подготовлена для дальнейших экспериментов пелбеков и стала домом для первых людей. Люди, созданные на основе генетики пелбеков и земной фауны, обладали слабым духом, требующими постоянной защиты в условиях нового мира. Для помощи были созданы хироны, рабочие организмы, взаимодействующие с технологиями пелбеков. Жизнь на Земле столкнулась с новыми вызовами. За пределами защищенных городов души людей становились сильнее вследствие борьбы за выживание, несмотря на смертельные опасности. Наблюдая за этим, Макаш решает поддерживать такой баланс страдания и любви к жизни, чтобы получать более мощные энергии. В итоге появляются новые защитники Земли — Рассет, величайший Тезариус и управляющий темными силами, Саракон, олицетворение духа лируйцев, и Анурис, мирный смертный, наставник людей и их духовный лидер. Эта цепочка событий подчеркивает сложность взаимодействия между различными видами существ, развитие жизни и стремление сохранить баланс во всей Вселенной. Авторы истории намекают на постоянный поиск гармонии между силой, развитием и духовным ростом. Невероятные масштабы, когда рассказ уходит в глубины мифического создания планет, жизни и космических цивилизаций. Искусственное создание Солнечной системы — это грандиозный космический проект, где центральным сюжетным элементом становится создание Земли и планетарного двигателя Персики. Человечеству были предоставлены все условия для комфортного существования, включая подходящий климат. Первоначально Земля была обжита загадочными пелбеками, которые построили величественный город в центре континента, задуманный как идеальное место для существования, подобное раю. Однако даже в этом райском уголке началась борьба за защиту от кераксов. Следующим этапом стало создание первых людей. Их генезис базировался на сочетании элементов пелбеков и местной фауны, а также появлением новых созданий, хиронов, которые стали работниками для персеков благодаря их способности взаимодействовать с передовыми технологиями. Хироны объединяли в себе мощь и умение строить, поддерживать цивилизацию и быть опорой пелбекам. Особой церемонией стало посвящение в хироны. Этот ритуал обеспечивал передачу ранга через материнскую линию, хотя носителями звания могли становиться только мужчины. В дальнейшей истории акцент смещается на огромную роль душ.
Полубожественные существа Макаш, Ахагилы, Лируйцы и Тезариусы выясняли, как оптимально направлять духовную энергию людей через специальные сооружения и оазисы, созданные специально для гармоничного существования. Однако гармония начала разрушаться с ростом населения. Люди покинули защищенный город, оказались один на один с дикой природой и кираксами. Те немногие кираксы, что проникли в мир, стали настоящей угрозой каждому вне города райского укрытия. Сражения за пределами цивилизованного пространства закалили человеческие души, страх смертельной опасности повышал стремление к жизни и наполнял их необычайной энергией. Но мирное сосуществование оказалось невозможным. Воинственные кираксы стремились контролировать людей как ресурс, устраивая целые кровопролитные пиры. И все же человечество благодаря своей изумительной плодовитости продолжало размножаться, несмотря на диктатуру пришельцев. Введение Ниписом шахасов стало кардинальным сдвигом. Они были созданы как марионетки, управляющие людьми и слушающие голоса кираксов. Такое управление раскололо общество, породив вражду между хиронами и шахасами. Энергии двух противоборствующих сил истощали ресурсы Земли, угрожая выживанию всего населения. Новые волны кираксов утвердили эру террора, охватившую весь континент. Для стабилизации ситуации Макаш поручил Рассету разбить кираксов, восстановить численность человеческого населения и упорядочить поток душ. Рассет становится ключевой фигурой в войне. С его стороны вступают хироны, усиливаемые жертвенной энергией лируйцев, свободных душ. Их объединение превратило битву с кираксами в эпическое столкновение сил, вызвав погибель миллионов людей и мощное рассеивание душ по всей планете. Несмотря на грандиозные усилия сторонников восстановления равновесия, Макаш осталась неудовлетворенной итогами войны. Ахагилы и Хаосины решили завершить сражение, предоставив человечеству возможность развиваться самостоятельно до следующего цикла сбора душ. Итогом этой сложной истории стало заточение Рассета в пирамиде, растворение Сорокана в духовной сфере человечества и изоляция Ануриса вместе с зараженным им Мразириусом в другой пирамиде. Так история Великой Битвы завершилась затишьем, оставляя открытой возможность для будущих событий и перерождений цивилизаций. Йетимир, самый сильный среди них, принимает роль хранителя буфера душ, оставаясь в состоянии сна. Фомос назначается проводником в мир душ, его цель — собирать и направлять их. Висаут берет на себя ответственность за контроль над пространством и временем, ожидая судного дня. Асер становится ответственным за освобождение душ из буфера для их нового перерождения.